Ну, наконец-то мы опять в этой студии записываем для вас ролик. И сегодня у нас Ханберли от Mongol Group. Я не поздоровался. Всем привет. Этот выпуск немножко нестандартный, потому что мы будем телепортироваться из одной локации в другую. Привет, друзья! Рад приветствовать вас на единственной, наверное, дегустации в Екатеринбурге за последнее время. Это дегустация табака от Mongol, называется Ханберли. И там спрашивали у людей, как им Ханберли, как им вкусы. Приятный. Ну, прикольно, насыщенный, по крайней мере. Есть какая-то кислинка? Ну, по сути, как бы, да. Нет, не предвзятые, естественно, мы вам будем их показывать. Если я буду брать, например, Black Fihua, я ее тут курю, говорю, насколько мне это вкусно, либо невкусно, я автоматом перемешиваем с теми курильщиками, любителями. Курильщики — плохое слово, любителями. Вот. И будем вставлять это в кадр, в видео, вы будете это видеть. Соответственно, будете знать, как людям и как мне. Пробуем по сути, блин. Ну ты, конечно, добавил по сути. Помимо этого, друзья, в этом ролике я хочу вам показать и рассказать, подискутировать, дискуссировать, и так можно, на тему УТП, уникального торгового предложения. Ханберли и другие продукты. Очень интересный выпуск, садитесь поудобней, погнали. Ханберли, краткая история. 19-й год, Осман заходит в Россию. Огромные площадки снимаются, проводятся там мероприятия, дегустации. Нас вместе с Олегом, с оператором, сегодня он мне только что сказал, что он снимал Джеймса Бонда. Это пиздеж, если что. Ну, не суть. Так вот, и, значит, мы туда приехали, огромная площадка, 1200 человек, дегустация мероприятия. После чего, Платонов там был директор по маркетингу, после чего Осман затихает. Нет акциза, не продается в России. Хуга Клаб Шоу, Джон Кальяно, они представляют свой стенд, опять же, нет акциза, и постепенно просто люди забывают, что такое Осман. Упущен момент. Если бы в 2019 году они бы залетели с такой активной, красивой подачей, то я думаю, что сейчас вы бы этот продукт держали бы дома и курили его. Но вы его узнаете благодаря моему блогу. Вот тотальная ошибка в 2019 году, которая привела бренд Mongol к, не то что к провалу, а к непопулярности. И постепенно меняется все положение Ханберли в кальянной индустрии. Постепенно блогеры начинают рассказывать. Вот сейчас у меня на столе, до этого у Славы КМТМ. Ханберли ездит по всей России. Я к этому моменту, когда вы уже смотрите этот ролик, они уже все объездили. И дегустируют, дают людям понять, что этот продукт абсолютно вкусный, нормальный, такой же, как многие якорные игроки в России. Это и есть УТП. Что это такое? Уникальное торговое предложение. Почему вы, предлагаю сейчас написать в комментарии, почему вы, приходя в магазин, выбираете 3 продукта? Хотите, угадаю, каких? Must Have, Dark Side. Вот так вот сделаем. Must Have, Dark Side и Blackbird. Почему 3 продукта? В чем их уникальное торговое предложение? Вот напишите в комментарии. Почему вы покупаете эти продукты, а не другие? Например, тут Deli Hookah. Отличный продукт. В чем УТП? Почему он, а не Сибера, например? И вот Ханберли имеет тоже УТП, уникальное торговое предложение. Это честная граммовка 40 граммов в упаковке. 100% это вкусное крепкое сырье, которое держится на протяжении всего сеанса курения. И стоит при этом за 40 граммов где-то 260, где-то 270, где-то 280. И это и есть уникальное торговое предложение. Но многие мои зрители, многие люди, которые только-только попали на этот канал, придут в магазин и железобетонно возьмут 3 продукта из моего списка. Это Blackbird, Dark Side и Must Have. В чем УТП? Напишите в комментарии. Первый вкус, который я пробую, это виноград. Не люблю виноград с 2012 года, когда во многих кальянных заведениях был только альфакер и был только виноград, и курился только виноград. И мне настолько он приелся, что впоследствии ни у одного производителя мне не нравится виноград. Но здесь, знаете, есть вкус у спектрума виноградная содовая, грейп-сода. Прям очень сильно напоминает. Как вас зовут?
Артур. Артур. А вы какую компанию представляете? Можно вот туда повернуться? Мы из города Кыштыма предлагаем сову бар. Ну как виноградик? Приятный? А по крепости? Ну, такие легкие, в принципе, мы покурили. А вопросик, а к вам приходит в заведение «Сова» курить кыштымский мальчик Алешка? Алешенька нет. Уже не ходит. Его, говорят, свистнули. А если бы пришел, накурили бы его мощно? Обязательно курили бы. Кто лучше, Москев или вот этого? Ну, пока здесь, ну, побольше плюсов. Ну, Больше вкуса. А по крепости как? Крепенько? Конечно. Ну, соответствует крепости. А вы какое заведение представляете? Ну, честно, нет заведения. А так просто. А как узнали о мероприятии? А друг коленчик, который работает, ну, вот ХП работает, который в центре, забыл, где его. Я понял, да. Окей. И скажи, вот если бы, например, в магазинах Космошоу продавался бы Хан Берли, ты бы купил бы его? Конечно. А знаешь, сколько цена? Ну, я услышал ценник за 40 грамм 280. 280, 270, 280 в этом диапазоне, да. Как ты считаешь, конкурентная цена? Да, конечно. Ну, рационально все. Красава. В Космошопе на следующей неделе появится. Забегай. Конечно. Так, мы идем дальше. Тропик Дринк. А можно Тропик Дринк попробовать, пожалуйста? Тропический напиток какой-то. Ну, да, здесь преобладает вкус больше зеленого манго. В целом тропический, согласен. Почему именно Хан Берли сейчас я акцентирую внимание на этом продукте? Я консерватор, так же, как и вы. Я люблю крепкое, нормальное, долгое курение, вкусное. И порой продукты, которые сейчас выходят на рынке, они обладают повышенной вкусопередачей, но слабым курением в плане крепости. Ну, мне не нравится. Это может быть не то, что долгое курение, а, например, в плане крепости, да, долгое курение. Ну и недолгое курение в плане аромки. Я думаю, понимаете, да, о чем я говорю? То есть начинаешь курить, через 15 минут все, пусто, ничего нет. Хан Берли и отличается этим, потому что использует в производстве тестированный берли. Кто-то называет тестированный, тестированный, по-разному. Много кто как говорит, но я буду говорить тестированный берли. Тестированный берли – это то, что уже 100% можно использовать для производства кальянного табака. Есть табачный лист. Мы его нарезали, сделали из него табак для кальяна, получилась хуерага. Есть табачный лист, который мы обработали, ну, специальная обработка, термическая, там аммиак какой-то понижают, щелочную среду понижают, и все, он приспособлен для того, чтобы можно было курить его в кальяне. Это и есть тестированный берли. С нами Кирилл, приветики. У тебя, я знаю, очень богатая кальянная история. Ты работал в ВТО, в ОАЗисе. Сейчас в Монголии. Где еще работал? Была такая компания Black Cup когда-то очень давно тоже. Уголь. Да, углями занимался. Ну, на этом все. Почему такое кочевание из одной компании в другую? Так получилось, одна компания закрылась, Black Cup, поэтому перешел в УАЗ, в ВТО перешел, причем я туда попал чисто случайно. Дальше пошел уже работать в УАЗис, и, ну, все знают, что история с ВТО, в принципе, развитие этой компании. После я ушел уже в УАЗис. С УАЗиса я уже перешел в Монгол Групп из-за роста. Сейчас ты директор отдела продаж. Да, все верно. Как ты считаешь, есть ли шанс завоевать у Хан Берли рынок крепкого сегмента? Ну, как сказать? Ну, вот смотри, ты бери вот Killer Фичи. Это, например, упаковка, да, граммовка, цена. Вы стоите 270 рублей. Это, наверное, ну, достаточно хороший, да, ведь ценник за такого рода продукты и такой граммовки. Да, цена отличная, но тут вопрос позиционирования. Мы его выставляем как средний сегмент, но получилось 7-8, как говорят люди. По крепости? Да, по крепости, да, 7-8 по крепости, чуть выше среднего. Но, наверное, он входит все-таки, наверное, в крепкую линейку попадает. Я думаю, что да. А ближайший конкурент, как ты думаешь, кто? Наверное, Blackburn. Но многие его, ну, так же, как все наши покупатели говорят о том, что он похож на Blackburn, на северный, возможно, чем-то похож по крепости. Ну и, в принципе, наверное, все. Кто-то сравнивает с Танжом, если покурить на фанеле, либо на гармошке, он прям напинывает хорошо.
Скажи свое личное предпочтение по вкусам, потому что продукт относительно новый, мало кто его пробовал, надо с чего-то начинать. Ты, как руководитель отдела продаж, знаешь самые топовые вкусы по продажам. Вот скажи топ-5 вкусов по продажам и свой топ-5. Мой топ-5 это микс 206, гранатовый чай, персиковый чай, смородина фихуа и пятое у нас, пятое, типичный милкшейк. Какая сейчас представленность, в каких городах вы находитесь? Так сразу не сказать. Есть Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Киров, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Хабаровск. Ну, в целом, в таких больших городах, миллионниках купить можно. Да, его можно приобрести, конечно, да. Это все И можно. везде цена около 270-280 рублей. 260-280 рублей, да, ценовая политика. Просто все зависит от региона. 13 вкусов у бренда. Это также огромный плюс, потому что нет линейки, как у многих производителей, там 60, 70, 80 вкусов, и ты не знаешь, что выбрать из изобилия этих ароматизаторов, то, что тебе подойдет, то, что тебе понравится. Здесь 13 вкусов, сразу же скажу, какие, топ по продажам. Микс 206 – это личи, малина, смородина. Black фейхуа – это смородина и фейхуа. Маракуйя – маракуйя. ICT – персиковый чай. Pink melon – дыня, земляника. Пробовал это все абсолютно курица вкусно, абсолютно нормально. Я хочу вам сказать, что если вы пойдете в магазин, не покупайте якоря. Не покупайте то, что продается прямо вот то, что вы сможете покурить завтра. Купите то, что вы узнали сейчас. Ту информацию, которую я вам сейчас даю. Купите Ханберли, просто попробуйте. Из списка Black фейхуа, маракуйя, микс 206, ICT, Pink melon. И вы поймете, что это абсолютно такой же нормальный продукт, как топ-3, который я вам говорил, Must Have, Blackburn и Dark Side. Цена 260 рублей, я об этом также говорил. И я знаю, что меня смотрят очень много людей, у которых есть свои кальянные магазины, которые представляют кальянные в разных заведениях и регионах страны. И ребята из Ханберли активно ищут дистрибьюцию, потому что, к сожалению, в 2021 году играть и заходить на рынок так, как в 2016 и 2017 невозможно. Сейчас надо выстраивать полевую структуру, делать дистрибьюцию, выстраивать торговых представителей. И пошло-поехало это колесо, комок, это торгового профессионализма. Он сейчас у нас появился в кальянной среде, и для того, чтобы он продавался, продукт, надо выстраивать дистрибьюцию. Поэтому, если вы хотите стать дистрибьютором, пишите ребятам в личку, в Инстаграм, в Урмату, например, либо в Директ, либо в личку. И все. И я думаю, что бизнес попрет, станете миллионерами, миллиардерами, а мы вместе с вами начинаем забивать замечательный Ханберли. Урмат, привет, спасибо, что пригласили. Хочу у тебя спросить, главный конкурент вашего продукта? По твоим ощущениям. Ты любишь задавать этот вопрос, я просто вспомнил сразу этот вопрос, когда мы проводили мероприятие в Сохо. Ты прям очень сильно подходил к тому, чтобы я назвал одну компанию, и я такой, знаешь, выехал такой со словами, то, что сами себе самые большие конкуренты. Как оказалось, самый большой конкурент была пандемия. И никто даже тогда не мог подумать, что именно пандемия сыграет такую большую роль именно в нашем выходе на российский рынок. Соответственно, я хочу, знаешь, что я скажу? Я не знаю, кто конкурент, но дай бог, чтобы не было просто еще одной пандемии. Ну, ответ ты все равно мне... Вот смотри, Кирилл сказал, что главный конкурент это, ну, как ему кажется, это Blackburn. Ага. Ну, если мы рассматриваем со стороны технических параметров продукта, то да. Здесь, если мы рассматриваем крепость, ароматику, то в нашем случае мы понимаем, что Blackburn действительно наш, наверное, главный конкурент. Опять же, я боюсь что-то предсказывать, потому что после нашего, скажем, события ты ждал, во-первых, задал вопрос, когда у нас кончатся деньги, кто наш главный конкурент. Потом каким-то образом, через 3 месяца происходит пандемия. Давай просто тихо, мирно доедем до 2022 года, и все будет классно. Слушай, потом ставочку эту вставим. Откуда деньги? Откуда деньги? От инвесторов.
Вот смотри, а в прошлый раз он так посмеялся. Хорошая ставка была. Насчет того, что откуда деньги. А что-то сейчас так не оптимистично, не смеешься, откуда деньги? Потрачена вставка, потрачена, как в GTA. Стабильно. Не, ну потому что инвесторам деньги надо возвращать. Ну, у вас какие планы в плане захвата России? Как планируете заходить и, ну, примерно какой объем планируете реализовывать? Смотри, по объему как таковых сейчас целей нет. Наша основная задача — это популяризация и знакомство с продуктом, поэтому мы уехали в тур. Даже несмотря на то, что там до сих пор присутствует ковидные ограничения, мы постарались сделать это все тихо, как у Славы делали в обзоре, то, что это тихо едешь, дальше будешь. И вопрос другой в том, то, что у нас на ноябрь месяц запланирован выход 8 новых позиций, где будет представлена безромка. Я считаю, что это будет очень круто, учитывая нашу крепость. Будет травяной ликер, ягер, о котором мы очень часто говорим. И будут представлены еще другие позиции, которые, я уверен, что удивят. В нашем случае наша основная сейчас работа — это в популяризации, в знакомстве, инфоповодах, и чтобы люди наконец-то попробовали наш крепкий продукт. Самый главный вот призыв скажи, почему люди должны пробовать ваш продукт, именно Ханберли? Ребят, в первую очередь это вкусно, это крепко, это мягко. Поэтому пробуйте Ханберли. Ты прям как табак наш сказал только что. Не, ну у них там все вроде то же самое, только кроме вкусно. Там Я тебя крепко, понял. там крепко-мягко. как бы, да. Вкусно, как там? Крепко? Вкусно, крепко, мягко. Окей. И знаешь, что хотел еще сказать, чтобы люди тоже прониклись вашей дегустацией. Расскажи, как вы сейчас ездите по городам? Вы вчера приехали на машине, я вот удивился. Что это за машина и вообще как строится ваше путешествие? Наше путешествие строится на том, что мы арендовали Lexus 570. Ну, понятное дело, то, что можно сразу, да, как бы там. Сколько? Арендовали на сколько и за сколько? На 36 дней, стоимость не будем оглашать. Почему? Коммерческая тайна. Давай. Не, Ладно, я скажу, там порядка 300 тысяч рублей за аренду автомобиля. ну окей, как бы, Чтобы проехаться по России. ну классно же. Офигительно. Мне кажется, вообще вы единственный, кто сейчас в России арендовал автомобиль и поехали, ну, Lexus, да, и поехали, значит, по России в тур. Lexus 570, да? Lexus 570, да. Вот. Не, ну учитывая то, что, смотри, это 10 тысяч километров и 36 дней, учитывая, что мы посетим 20 городов, я считаю, то, что это было выгодно. Я считаю, что это вообще круто. Почему никто до этого не додумался раньше? Например, вот помнишь Dark Side for Revolution Tour? Ну, у них-то бабки есть. Они Нет, там... ну, как бы, когда ты лидер рынка, ты можешь себе такое позволить. Мы еще пока в России маленькая компания, поэтому будем расти. А Ханберли курица в Кыргызстане? Да, конечно, и в Кыргызстане, и в Казахстане. И по крепости им норм. Они в основном его мешают с османом для того, чтобы создать среднюю крепость, как они ее называют. Соответственно, им комфортно. Чтобы было максимально прозрачно, чтобы вы понимали, что этот продукт нормальный, вкусный, я буду взбивать его сразу на 3 чашках. Это убивашка от Cosmo, новая. Это фанал обычный от Cosmo. И турочка, предатор от Cosmo. Вот. Соответственно, сейчас забьем, и я вам покажу забивку, одну забивку, которая никогда, забудьте про нее. Кто забивает так, тот просто конченый человек. Нельзя так курить кальян, одну забивку покажу сегодня. И чтобы было еще более интереснее, я буду сегодня курить осман Ханберли на самом популярном кальяне в России, на Альфе, на традиционной тяге, но в современном исполнении, это кальян от Big Max, офигительный кальян, дома курю его, и на современном кальяне, просто очень хорошем, классном, маленьком мини-кальяне, это лучший кальян, который существует, безумно мне нравится, дома курю часто на нем, в общем, от Хуба, его можно сюда поставить, он никому не мешает. Вот. Угольки готовы, погнали забивать кальян. Соответственно, сначала давайте забьем турочку. Попробуем Black Feijoa, лидер по продажам. Это фейхоа с черной смородиной. Смотрите, как надо забивать. Просто, быстро и без суеты. Насыпали, подровняли, вот так вот. Вот это грамотная, правильная забивка. Все готово, можно курить. Как
не надо забивать кальян. Показываю вам. Ну, возьмем, например, еще один вкус, также популярный. Это Pink Melon. Дыня и клубника, по-моему, земляника. Также помешаем, чтобы аромка у нас вся перемешалась с глицерином. Как забивают нормальные люди, вот. Как забивают ненормальные люди, вообще гореть вам в аду. Я не знаю, зачем и кто это делает, но есть люди, которые курят вот так вот. Я не знаю, для чего это. Потом называют это чашка мразь. Ну вот. Еще вот так немножко ее типа примять, чтобы тяга была. Ага, да, конечно. Отверстие. Вот. Вот так вот ни в коем случае мы не забиваем. Никогда. А если вам кто-то забивает на каких-то дегустациях, вы пробуйте и спокойненько говорите, что это полная хуерага. Холодок однозначно есть, и четко чувствую клюкву. Клюквенный морс, отвечаю. Один в один, клюквенный морс. Холодный клюквенный морс. Интересно. Так, это что? Black фейхоа? Черная фейхоа. Почему черная, как ты думаешь? Потому что... Попробуй сразу поймет, почему черный. Напоминает черный смородина. Угу. Я думал, потому что в Кыргызии растет. Нет? Реально, это какой-то примесь смородинового листа и фейхоа. Да, именно это, наверное, я почувствовал. Отлично, держи. Ну и третья забивка, которую я хочу вам показать, тоже будет состоять из вкуса маракуйи. Это топ по продажам, но мы сделаем ход конем. Мы сделаем миксочек. Обязательно возьмем не ханберли, а возьмем еще один продукт, который называется чаба. Это бестабачная, безникотиновая смесь, пряный бустер. Понюхаем сейчас его. Ну, пахнет приятненько. Пряно, на самом деле. И сделаем пряную маракую. Или можно пьяную маракую, как хотите. Тоже, конечно, будем забивать очень просто, без каких-либо мараний рук. Мне тут Испания звонит, прошу прощения. Все, как мы это забиваем? Вот так вот. Показываю, как очень просто забиваются хорошие дымные вкусные чашечки. Еще можно побольше. И добавляем немножечко пряного бустера. Далее просто подровняем. Готовченко. Такая вот плотненькая забивка. Отверстие посередине сделаем. Для тяги немножко прижмем руками. Вот такая вот вкусная забивка. Давайте ставить на кальяны. Будем вместе с вами курить, смотреть, как это все курится, пушисто, в миксе и плотно, и как не надо забивать вообще кальян. И посмотрим, насколько адаптирован этот продукт, курица, на этих чашках, на этих забивках. Какую-то хуйню сказал, погнали тестить. Каншай, привет. 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 А ты кем работаешь в компании? Маркетологом. А скажите, а вот вы кальяны сами возите? Нет, только чашки и табак. Только чашки и табак. А кто вот в машине, вот вы сколько человек у вас в машине ездит? Кто спереди сидит, кто сзади? Просто интересно. Кирилл за рулем, Урмат рядом с ним, и мы сзади втроем. А сзади девчонки, да? Да, и один мальчик. И еще вы с собой везете чашки и табак. И мерч, и печатку, и чемоданы свои. А вопрос, какие-то интересные истории там в дороге были у вас? Очень много. Ну давай, расскажи какую-нибудь самую смешную. 10 тысяч километров, все нормально? Да. Остановочки в мотелях, да, в отелях? Остановочки в отелях, да, на заправках, возле кустиков, и все норм.
Вот, а как много сил уходит, чтобы вот ездить по России на машине? Ну, вообще, да. Хорошо. Дорога. А в процессе где-то останавливались на улице покурить или что-то еще? Нет, у нас с собой нету кальянов. Ни одного? Печки нету. Ладно, спасибо, Канашай. Мы пойдем дальше. Чашка греется, чашка нормального человека, забивка нормального человека. Человеческая забивка тоже греется. И вот не забивка вообще. Вот, показываю, как не надо делать. Мразь, чашка. Вот она. Конечно, это можно курить, но спрашивается, зачем, для чего? Как элемент шоу, да, прикольно. Не рекомендую, друзья мои, забивать такие забивки дома, не просите их в кальянных. Если вы приходите на Хуа Клаб Шоу или еще куда-то на какие-то дегустации, то обязательно попробуйте, приколитесь, так скажем, за фулл касание. Но точно могу сказать, что это не то, что не курибельно, это не нужно человечеству. Мы не для этого вообще развивали всю кальянную индустрию, чтобы крепко. Даже, смотрите, колодка прыгает. Олег, возьми. Попытался музыку сделать. Фу-фу. Отодвигаем. Ох, меня аж немного вставило. Вот это, наверное, смысл этой забивки, чтобы тебя вставило. Кстати, давно меня от кальянов не разносило. Это кальян Хуб Субатом. Порядка, по-моему, там 8 тысяч стоит за full комплект. Поверьте мне, это самый лучший, дорожный, походный премиум кальян, который существует. Очень классный, очень приятный. На ощупь, по курению, с собой взять. И хочу сказать, что этот силиконовый шланг, он, если его где-то вот настолько подрезать, он вот так по кругу полностью складывается в колбу. Потом постараюсь показать где-нибудь в Инстаграме. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Марик, нижнее подчеркивание, Космо. Супер классный Инстаграм. Подписывайтесь. Реальные вещи вещаю. Абсолютно классическая, нормальная забивка на 3 угля. Долгое курение. Минут 40 мы будем курить это вдвое. И, блин, кальян просто шикарный. Ну, посмотрите, его можно взять с собой. Очень приятно брать его в Турцию, на Майами, или в Майами, в Майами. Не знаю, зачем, кто там бывал, не знаю, я не бывал, напишите, кто бывал. Ну и давайте, везде у меня мундштуки, это мои домашние кальяны, между прочим. И вот шланг, который я никогда не люблю, ненавижу, это шланг от завода. Давайте я вам просто покажу разницу. Вот смотрите, вот шланг от завода шлангов. Это не силикон, это ПВХ. От ПВХ, из ПВХ делают галоши или калоши, как правильно? Калоши, галоши? Калоши. А почему галоши говорят? Это с Крастуринска, да, с деревень говорят. Ну да, вот. Вот это самый мощный получился, самый вкусный. Маракуйя и пряный бустер. Ну, реально. Что это вкусно, что это вкусно, что это вкусно. Просто это на компанию 4 человека. Это граммовка, наверное, тут граммов 17, может быть, чуть поменьше. На соло либо 2 человека. Это на 1 раз. Как там вообще дела у нас? Все полыхает, наверное. Ну, крепко. В целом, ребят, если вам нравится чаек, есть в России 2 чая. Вот 2 чая, которые мне нравятся. Это чефир от Северного, идеальный черный чай. И вот, если честно, Acid Berry,
ICT, прошу прощения. Очень хороший аналог именно чефира, но с добавлением как будто бергамота, что ли, вот такого вот. Какие-то специи там чувствуются. Но вкусно. Мята. Мята от Альфахера очень сильно напоминает мне. Сладкая, не ядерная, можно спокойно курить соло. Для любителей именно покурить в соло мяту прям идеально зайдет. Pink Melon, розовая дыня. Очень вкусно. Вырывается в мои лидеры. Однозначно, наверное, самый интересный, самый женский, самый яркий, насыщенный и сладкий вкус. Безусловно, понравится многим девчонкам, кто любит крепко, да и не только девчонка, потому что здесь что-то, знаете, есть какой-то аналог, ну, если можно так сказать, около Пинкмана, что-то вот, да, вокруг Пинкмана ходит, но при этом с добавлением дыни. Реально интересно. Ребятки, этим роликом я хочу вам показать, что продукт от Османа Ханберли абсолютно такой же, как мастодонты кальянной индустрии, как Must Have, как Darkside, как Blackburn, как все другие продукты. Он ничем, по сути, не отличается. Он такой же вкусный и долгий, как лидеры. Но пока что этот продукт мало представлен на рынке. Через этот ролик я хочу донести до вас, до потребителей, до будущих любителей, кто будет пробовать этот продукт, что этот продукт абсолютно нормальный. Не надо стесняться, бояться, переживать, что вам что-то не зайдет и не понравится. Единственный момент, который я хочу сразу же определить здесь, это крепость продукта. Она выше среднего. Мне подходит по курению, но в случае, если вы курите легкие продукты ниже среднего, то лучше всего миксовать либо с чабой, либо с чебакой, либо с далихукой. И у вас получится просто пушка-гонка, как вот этот кальян. Спрашивайте этот продукт в ваших магазинах вашего города. Можете смело писать магазинам то, что я хочу продукт Ханберли, перевезите мне, пожалуйста, несколько упаковок. Они вам его привезут. Это вообще не проблема. Я хочу сейчас добиться, об этом писал пост, я хочу добиться, чтобы каждый магазин возил те продукты в том количестве, который хочет потребитель. Если ему нравится Ханберли, если он хочет его покурить, даже в маленьком городе. Маленькие магазины, у них есть выходы на Ошишу, на оптовиков. Они могут взять эти продукты не в большом объеме, не в маленьком количестве и дать их вам. Это очень просто. Напишите просто ваш любимый магазин, и они вам его привезут. В случае с космошопами в Екатеринбурге все магазины сейчас затарены. Приходите, тестируйте. Топ вкусов вот, все вкусы вот. Пожалуйста. Юля, привет. Ты жена Урмата. Да, с недавних пор. Да, я, кстати, видел, вы недавно поженились. Поздравляю вас. Спасибо У большое. меня вот вопрос. Чье было условие взять тебя с собой? Ну, в поездку. Ну, буду говорить, как оно есть. И я просто предложила свою помощь в ведении Инстаграма, потому что я очень активный пользователь Инстаграма. Веду свою страницу очень активно. Сколько тебе платят за это? От души, по любви. Ой, Потом, да. Ну, вы поняли. Ну и как успехи? Вообще нравится ездить? Или все-таки сидеть дома покомфортнее было бы? Ну, пока, как бы, в 5-й город, еще не скажу, что устала, в принципе, нормально. Ну, в принципе, сама очень люблю путешествовать, так что пока не жалуюсь. Ну вот у вас нет, да, там хлопот, забот, я имею в виду, там есть там кошечки, детишки, нет? Еще не обзавелись. У нас только одна игрушка есть, которая осталась дома, мы по ней очень скучаем. Вот, и пальма. А почему с собой не взяли игрушку? Забыли. Единственная наша вот эта вот поездка сюда, и мы забыли взять. Это какая-то кошечка кыргызская? Нет, здесь брала. Ну, в Москве. Я понял. Вот расскажи просто, вот мне просто интересно, это лично как вы познакомились с Урматом, и просто это необычно, что вы русская и нашли мужчину кыргыза. Где вы Он меня познакомились? нашел. Он тебя нашел. Да, он, получается... Ну, вот в Бишкеке есть сеть заведений. Я сама тоже из Бишкека. Все понятно. Вот, да. Ну, то есть он там работал, он еще тогда был кальянным мастером, когда мы с ним познакомились. А у меня там работала подруга артом. Вот. И я к ней просто сидела, приходила посидеть, покурить кальян.
Ну, вот так вот встретились, там нас познакомили. Он помнит, как я первый раз поцеловала его в щечку при встрече. Он это запомнил, я нет. Ну, в общем, вот так вот, а просто потом чаще стали видеться. Вроде русские воспитанные девушки на первом свидании не целуются. Это не было первым свиданием, но у нас просто так в Кыргызстане принято. Если ты к человеку хорошо относишься, ты можешь подойти, обнять, поцеловать. Давай. Россия номер один в кальянной индустрии. И тому подтверждение выставка на Who Club Show, или просто Who Club Show, собирается там 20 тысяч человек. И очень странно, когда туда приходят люди и стоят в очереди к лидерам, хотят попробовать их продукты, а на новые бренды немного забивают. Вот когда я прихожу на выставку, я как профессионал, как уже старый человек в нашей индустрии, больше 10 лет, занимаюсь бизнесом, кальянным бизнесом. И я, приходя на выставку Who Club Show, и первым делом иду не на якоря, а на новые бренды, потому что всегда интересно попробовать что-то новое. Может, там какая-то новая технология, новый ароматизатор и так далее, и так далее. И Ханберли как раз такой новый продукт, который обязательно нужно попробовать на выставках. Обязательно. И вот ближайшая выставка либо Who Club Show, либо Джон Кальяно Зимний. Если, даст Бог, Ханберли будет на этих выставках, пожалуйста, придите, попробуйте продукт. Поверьте, вы не разочаруетесь ни разу, вы ничего не потеряете, вам дадут ништяки. Урмат безумно грамотный, образованный кыргыз. Пообщавшись с ними, вы поймете, что вообще этот продукт такой же, абсолютно такой же, как тройка лидеров. Вот что я хочу донести до своих зрителей. Не бойтесь, не стесняйтесь пробовать новые продукты. Даже если вам не понравится, 280 рублей замиксуете и сделайте нормальный, вкусный кальян. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте, какой вам кальян нравится, напишите комментарии, как вы относитесь к Ханберли, как вы относитесь к новым продуктам. Чем больше вы будете писать, тем больше я буду снимать, тем больше видео будет продвигаться. Тут все симбиоз. Я снимаю, вы пишете. По-другому не бывает. Поэтому пишите. Я настаиваю, что вы писали. Ладно, ребят. Всем спасибо и пока-пока. Надо же Марика похвалить. Ребят, знаете, я просто благодарен Марику за то, что он как-то мне задал один вопрос. Это было в Сохо, когда мы делали большую презентацию Османа в Москве. Он задал мне вопрос. Очень простой. И он спросил: Урмат, а когда закончатся деньги? Это был просто шикарный вопрос. И я каждое утро просыпаюсь, я про себя думаю: так, деньги не закончились, заебись. Почему? Природа этого вопроса, вы помните, вот как раз 18, да, это год был? 19 год. По всей России вы проехались. И эпицентр у вас был в Сохо, в Москве. Это достаточно такой огромный культовый клуб ночной. Там и Моргенштерн выступал, и все на свете. Аренда этого клуба стоит бешеных денег. Ну и в целом собрать, сколько там, 1000 человек там было, да, по-моему? По-моему, было 1000 B2C и порядка 300 B2B. Да. Вот, и они проводят это мероприятие, и у ребят нет акциза. Табака нету в магазинах, вообще нигде. И вот, соответственно, я спросил такой вопрос: Урмат, когда закончатся деньги? Вот. Дай бог, никогда. Это да. Конечно. И мы поможем этому.